Есть такие книги, которые сложно описать словами. Как бы ты ни старался подобрать нужные слова, сможешь только сказать «просто поверь, ее стоит прочесть». В этом видео вы найдете подборку таких книжных шедевров, которые просто невозможно не посоветовать. «Не тупи» Джен Синсера. Джен Синсера – автор цикла мотивационных бестселлеров номер 1 по версии журнала New York Times. Благодаря своим книгам Джен помогла множеству людей изменить к лучшему как карьерный путь, так и личную жизнь. Ряд книг «Не ссы», «Не ной» и «Будь дерзким» пополнился новинкой под названием «Не тупи». Эта книга заменит вам личного тренера, коуча и мотиватора. Ежедневно она будет заряжать вас энергией и мотивировать на успех. Главное правило, которое можно найти в книге, это не сбавлять темп на пути к успеху и каждый день качать мышцы крутости. Успех – это способ существования, постоянной адаптации и роста. Чем больше вы делаете для своего успеха, тем легче становится путь. Джен Синсера. Мой путь к жизни, которая имеет значение. Жизель Бюндхен. Это мемуары известной супермодели Жизель Бюндхен. Они открывают глаза на суровую правду. За идеальными снимками на глянцевой обложке скрывается тернистый путь, наполненный головокружительными взлетами и разбивающими жизнь падениями. Личная жизнь Жизель жестко контрастирует с ее публичным образом. Работа в модельном агентстве, о которой грезят миллионы девушек по всему миру, стала настоящим испытанием с пагубными пристрастиями и психическими расстройствами. В своей книге активистка и сторонница энвайронментализма рассказывает о том, как не потерять себя в этом мире и вести здоровый образ жизни. Кстати, гонорар за эту книгу Жизель направила на благотворительный фонд, созданный для поддержки инициатив по защите окружающей среды и решению социальных проблем. Как жаль, что мои родители об этом не знали. Филиппа Перри. Филиппа Перри – известный британский психотерапевт. Она выпустила книгу под названием «Как жаль, что мои родители об этом не знали». Бестселлер о воспитании выходит в топ-100 книг британского Amazon. В этой книге вы сможете найти ответы на многие вопросы о том, как установить связь с ребенком с самых первых дней его жизни, как сохранить и укрепить эту связь на протяжении многих лет. Вы узнаете о всех тонкостях воспитания, от беременности до общения со взрослым самостоятельным ребенком. Автор поможет вам увидеть мир глазами ребенка, лучше его понять и поступить правильно в той или иной ситуации. Можно смело заявить, что эта книга заменит все существующие пособия по воспитанию. Вы хотите об этом поговорить? Лори Готлиб. Очередной бестселлер по версии New York Times. Книга номер 1 в рейтинге «Популярная психология» на Amazon. Это лишь пара фактов, которые открывают лист наград этой книги. Лори Готлиб – практикующий психотерапевт, которая на протяжении многих лет помогает самым разным пациентам, будь то молодая девушка, которая запуталась в себе, или мужчина, который несчастен, потому что вся его жизнь – это путь по карьерной лестнице, и пожилая женщина, умирающая от рака. Тем не менее, психотерапевты тоже люди, и вот настал тот момент, когда Лори самой понадобилась помощь. В книге автор не просто рассказывает личную историю жизни и историю пациентов, но и помогает тем читателям, которые узнали в этих историях себя. Здесь каждый найдет ответы на волнующие вопросы, сможет понять, как можно изменить свою жизнь и стать счастливее. В общем, данная книга обязательна к прочтению. 10-й остров. Диана Макрум. Эта история в стиле «Есть, молиться, любить». Репортер Диана Маркум переживает личный кризис. Нарастающая тоска сопровождается стагнацией в карьерном росте. И именно в этот момент автор и главная героиня книги по совместительству натыкается на необычную группу иммигрантов, живущих в сельской Калифорнии. Она решает присоединиться к ним и поехать на отдаленные Азорские острова в Атлантическом океане. Это очень колоритное место, где быки свободно ходят по улицам, извергаются вулканы, а жители находятся в вечном праздновании, чтобы облегчить свою саудаде или саудаде.
Это испанское слово, аналог которому едва ли удается подобрать в любом другом языке. Оно описывает глубочайшую тоску. Как изменится жизнь Дианы на этих островах? Что же ее ждет? Кто знает. Вот такая замечательная подборка на сегодня у нас с вами вышла. Ссылки на книги вы можете найти в описании. Если вам нравится видео с подборами книг, обязательно поставьте лайк, и я продолжу эту рубрику. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!